Привет, любители и профессионалы! Ну что, наш сегодняшний ролик будет исключительно о том, как легко, просто и без проблем, именно без проблем, использовать вот такой длинный 5-метровый сварочный рукав с самой доступной и распространенной двухроликовой протяжкой. Устанавливается эта протяжка практически на всех бюджетных, да и не только сварочных аппаратах, поэтому если вы откроете свой, то наверняка увидите именно такой вариант. И почему-то у многих сварщиков применение такого длинного рукава именно с этой протяжкой вызывает большие затруднения. А также существует определенный миф, что кровь из носа, но вам понадобится 4 ролика. Кстати, ребята, все, кто уже использует такой длинный 5-метровый рукав, наверное, могут рассказать о том, какие преимущества он дает в определенных ситуациях. Смотрите, братцы, какое бешеное расстояние. Насколько он удобен при сварке каких-то больших объектов в мастерской, либо на выезде. Правда, для некоторых пользователей он насколько удобен, настолько и капризен в использовании. Поэтому сейчас я покажу вам пару простых и примитивных правил, выполняя которые вы легко сможете использовать этот 5-метровый рукав с обыкновенной двухроликовой протяжкой. Ну а сейчас я, ребята, вам наглядно показываю, что значит эти самые 5 метров в нашем сварочном деле. То есть, как видите, достать таким рукавом я могу до половины своего цеха. Ну а что касается сварки на выезде, когда мобильность передвижения превращается практически в скорость, а следовательно и деньги, то здесь длинный 5-метровый сварочный рукав просто необходим. А если аппарат поставить еще и на самодельные козлы, как вот при этой установке, то необходимость его передвигать по мере сварки практически исчезает. Так что по скорости и удобству в данной ситуации я легко могу потягаться даже с электродуговой сваркой. Ну а теперь, ребят, давайте быстренько озвучим и разберем эти самые правила, которые необходимо выполнять, чтобы варить без эксцессов. И начнем мы, наверное, с подкапотного пространства. И сразу небольшая вставочка, ребята. Я использую этот рукав с проволокой 0,8 мм. Проволока омедненная, используется с газом, поэтому все свои сравнения и выводы я буду делать исключительно исходя из использования этой проволоки. Но это для тех, кто любит писать. А что будет, если поставить другую проволоку? А что будет, если это сделать, а это не сделать? Тут, ребята, пробуйте сами, потом расскажете. Так вот, ребята, давайте начнем сразу с проволоки. Давно мной подмечено, чтобы использовать без проблем вот эту длинную протяжку, то лучше использовать свеженачатую, либо новую бухту. И вот вам наглядный пример о том, как скручена, вернее, какой изгиб имеет проволока, которая близка к своему завершению, а также свеженачатая бухта. Сравниваем, смотрим и понимаем, какой из них будет труднее пробиться через 5-метровую протяжку. И в данном случае я имею в виду канал подачи, а не сам механизм. Поэтому делаем абсолютно простой вывод и по возможности стараемся использовать либо новую бухту, либо свеженачатую. С этим вроде разобрались, поэтому убираем бухту, которую я варил на выезде и практически сварил ее в ноль. Но там рукав в вытянутом состоянии был практически все время, поэтому даже ей варилось без проблем. Мы же при сварочных тестах, я думаю, будем создавать небольшие трудности, поэтому берем новую бухту и устанавливаем в аппарат. Понятно, что поджимаем пружину слегка, без особого усердия. Главное здесь, чтобы бухта просто не проворачивалась при остановке подающего механизма. Итак, следующая гораздо важная деталь – это у нас подающий ролик. Не поленитесь посмотреть, ну а при необходимости и почистить его перед заправкой проволоки. В канавке очень часто может скопиться мелкая стружка и пыль от проволоки, особенно если переусердствовали с прижимным механизмом. Плюс смотрите, чтобы на нем не было никаких жирных пятен от масла либо силикона, которые вы можете занести своими перчатками, допустим, взявшись после профильной трубы. Что непременно приведет к рывкам и дерганиям проволоки при сварочных работах. Ну а после произведенного небольшого ТО и чистки ролика, пора уже заправлять проволоку в наш подающий механизм. Итак, откусываем все мятое и гнутое, чтобы не царапало нам стенки подачи. Вставляем подающий механизм, и вот здесь наступает самая важная и интересная часть. Нам необходимо отрегулировать прижимной механизм так, чтобы подача была максимально сильной, но при этом при залипании либо невозможности проволоки пройти канал, наш нижний ролик просто прокручивался в холостую, а не складывал нашу проволоку в хлам. То есть нет, ребят, вообще никакой необходимости повторять ту ошибку, которую совершают обычно новички, когда вкручивают этот барашек прижимной до упора, в надежде, что так проволоке будет легче пройти канал и она будет меньше залипать. Потому что если вы так сделаете, каждый раз, когда ваша проволока будет залипать в наконечнике, либо у нее не будет возможности пройти рукав из-за перекосов, она будет просто складываться в месте входа в этот самый рукав. И, ребят, попробовав, вы легко поймете, что силы прижима эти даже двух роликов вполне достаточно, чтобы протянуть проволоку даже через 10-метровый сварочный рукав. Весь подвох здесь заключается в том, что чем тоньше проволока, тем легче она складывается. И делает она это в самом ненужном месте. Поэтому, чтобы поймать баланс и настроить протяжку, можете просто открутить рукав и регулировочный барашек, застопорив проволоку и
Подкручивая регулировку, дождаться того момента, когда проволоку начнет жабить. Потом слегка отпустить регулировочный барашек, и вот наша настройка уже завершена. Кстати, эта настройка хорошо подходит, и применять ее можно для рукавов любой длины. Да, еще, ребят, чуть не забыл, обратите внимание, чтобы у вас все было правильно настроено, и втулка, в которую входит проволока, была как можно ближе расположена к подающему колесу. Ну а теперь, ребята, когда уже 80% практически правильных настроек соблюдено, прогоняем проволоку через наш 5-метровый рукав. И тут у меня получается довольно интересная ситуация, которой не было за 20 лет стажа работы на полуавтоматах. Смотрите, где вылезла проволока. Даже если сильно захочешь, наверное, так не получится сделать. Ну да ладно, все когда-то бывает впервые, поэтому исправляем косяк. И, конечно, устанавливаем новый наконечник. Не забыв перед этим все обильно сбрызнуть специальным антипригарным спреем сварочным от компании Alcanobel. Естественно, все хорошенько протягиваем, одеваем сопло и еще раз немного спрея. Немного сварки для проверки, и с подкапотным пространством мы закончили. Теперь, что касается самого 5-метрового рукава. Я использую рукав фирмы Benzel. Это, во-первых, вполне приемлемое качество за небольшие деньги. Во-вторых, когда я его покупал, а делал я это, наверное, лет 5 назад, такого засилия непонятных ноунеймовских горелок еще не было. Честно говоря, я его холю, лелею, берегу. То есть каждый день я его не использую, а использую только на выездах и в гараже или мастерской при сварке каких-то больших изделий. Когда длинный рукав — это альтернатива тому, чтобы подвешивать полуавтомат где-то под потолком. То есть, ребята, родилось еще одно правило. Это что использование хорошего сварочного рукава облегчает нашу непростую сварочную работу. Ну а теперь, когда все простые правила соблюдены, давайте все-таки немного попробуем поварить этой самой 5-метровой горелкой. И при этом создадим ей небольшую трудность с помощью вот такого простого узла. Как видим, все получилось вполне достойно. Протяжка и рукав работают нормально, проволока подается без рывков. И даже небольшой узел и скрученный рукав этому абсолютно не помеха. Поэтому еще раз и еще раз повторяюсь, опровергая многих сварщиков о том, что использование длинного рукава вполне возможно даже самой простой бюджетной двухроликовой протяжкой. Ну а если вместо проволоки 0,8 использовать единицу или 1,2 мм, то я думаю, этот сам механизм осилит и 2, а может быть даже 3 узла на сварочном рукаве. Ну а что касается 4-роликового механизма, это тоже очень классная вещь. Во-первых, они гораздо лучше распрямляют проволоку. Во-вторых, у них гораздо больше пятно контакта. И это позволяет им гораздо лучше пропихивать более мягкий материал, такие, допустим, как алюминиевая проволока. Но сварка алюминием, ребята, это совсем другая тема. Поэтому будет свободное время, обязательно расскажу и покажу. Ну а главный вывод сегодняшнего ролика, ребята, это покупайте, никого не слушайте хорошие длинные рукава и используйте их своими простыми двухроликовыми протяжками. Соблюдайте простые правила, не завязывайте в узел сварочный рукав, и поверьте мне, никаких проблем со сваркой вы испытывать не будете. Но на сегодня, я думаю, пора заканчивать, ребята. Такой немного сумбурный получился ролик у меня после установки навеса. Поэтому всем, кому было полезно и понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Прорвемся.